Это моя школа. Это место, в котором я учился, когда был ребенком и подростком. И давайте я покажу вам, как выглядит это место, как выглядит место, в котором я провел очень много времени. Кстати, смотрите, вот там находится место, в котором я в первый раз в жизни подрался. У меня один раз был конфликт с одноклассником, и после школы мы пошли в то место драться, выяснять наши отношения с помощью физической силы. И скажу честно, мне тогда было не очень приятно. Окей. Итак, идем прямо. Моя школа достаточно большая. Все здание этой школы состоит из 2 корпусов. Вот уже сейчас вы видите один корпус справа и второй корпус слева. И эти 2 корпуса соединены между собой. Сейчас вы увидите переход между корпусами. Так, Никита, покажи. Никита, покажи переход. Вот, это маленький переход между корпусами. Слева находится главный корпус и справа дополнительный корпус. Это главный корпус, и все школьники заходят в школу через этот корпус. Сейчас вы видите вход в школу. Кстати, эта школа называется гимназия номер 2. Я не буду здесь рассказывать, что такое гимназия. Можем сказать, что гимназия – это, типа школа, но чуть-чуть специфическая. Финиш. Все, видео закончилось. Это шутка. На асфальте написано «финиш», потому что это место, в котором мы бегали на уроках физкультуры. Итак, моя школа называется гимназия, но по факту, так как это провинциальная гимназия, можно сказать, что это обычная школа, потому что уровень образования в этой гимназии не самый высокий, не такой высокий, как в гимназиях Москвы или Санкт-Петербурга. Всем привет! Я снимал это видео в Великом Новгороде, и я не знал, что вам показать, и поэтому я решил просто выйти погулять по старым маршрутам, по которым я очень часто ходил, когда был ребенком и подростком, и я решил показать вам, как выглядела моя жизнь раньше. Я решил показать вам маленькую часть этой жизни. И мне кажется, что это может быть также интересно, потому что в этом небольшом видео вы увидите, как выглядит реальная Россия в обычном небольшом русском городе. Я из Великого Новгорода. Великий Новгород – это небольшой город между Москвой и Санкт-Петербургом. Я прожил в этом городе 18 лет
перед тем, как переехать в большой город. И мне кажется, что может быть интересно посмотреть это видео, чтобы увидеть, как визуально выглядит жизнь в обычном русском городе. Не в центре Санкт-Петербурга, не в центре Москвы, а в обычном городе, о котором знают не очень многие люди на планете. Это видео будет без позитивных и без негативных слов о моем городе или о России. Это просто нейтральный русский реализм. Я не говорю, что здесь хорошо, я не говорю, что здесь плохо. Я просто показываю вам, как это реально выглядит. Итак, прямо сейчас на этом видео я иду от школы до своего дома. До дома, где я жил вместе с родителями, когда был ребенком. Это мой типичный маршрут каждый день после школы. Я всегда ходил по этому маршруту. И прямо сейчас, в эту секунду, на видео вы видите место, в котором многие школьники курили после уроков. К сожалению, в России многие школьники курят сигареты, как минимум в мое время. И после того, как заканчивались уроки, очень много школьников приходило в это место, где я иду сейчас, чтобы покурить сигареты. Я не буду вам говорить, ходил ли я в это место вместе с ними. Вдруг моя мама решит посмотреть это видео. Окей, идем дальше. Очень часто после школы я шел домой не один. Мой город не очень большой, и у меня есть или были одноклассники, которые жили рядом со мной. И достаточно часто мы ходили домой вместе. И это было гораздо интереснее, потому что можно было поговорить, посмеяться и пошутить о чем-нибудь. Мы были глупыми, маленькими парнями, если так можно сказать. И, как и все подростки, мальчики, мы любили смеяться над всем. Мы очень любили черный юмор, поэтому всегда, когда мы ходили домой, было достаточно забавно. Да, кстати, должен сказать, что сейчас вы видите не единственный маршрут от школы до дома. Есть и другой маршрут, более красивый, маршрут по красивым, или чуть-чуть красивым улицам города. Но я выбрал этот маршрут, потому что он более короткий. У меня не было цели показать вам некрасивые дороги и гаражи моего города. Как я сказал, я просто хочу показать вам реальные сцены из моей жизни. И я очень часто ходил именно по этому маршруту, потому что он более короткий. Вообще, хочу сказать, что я не чувствую ностальгию по детству. Я не часто приезжаю в свой родной город, и обычно я приезжаю домой только чтобы увидеть свою семью. Но я почти никогда не хочу вернуться в свой родной город, чтобы погулять
по нему. Я не чувствую ностальгию по своему детству, по прошлому. И когда я иду мимо школы, когда я иду по маршруту от школы до дома или от дома до школы, я почти ничего не чувствую. Знаете, есть многие люди, которые говорят, что хотят... Здравствуйте. Русская провинциальная реклама. Итак, знаете, есть многие люди, которые говорят, что хотели бы вернуться в детство. Они скучают по детству, скучают по возрасту, когда они были маленькими и жили с родителями. Я этого абсолютно не чувствую. Мне нравится быть взрослым. Я считаю, что быть взрослым гораздо приятнее и интереснее, чем быть ребенком. Но, тем не менее, мне нравится гулять по своему городу. По-моему, он достаточно уютный. Кстати, прямо сейчас вы видите вот это маленькое здание. Я думаю, что это одно из самых старых зданий в моем городе. Если говорить про обычные здания, не исторические конструкции, а обычные здания для людей. Сейчас оно выглядит плюс-минус хорошо, потому что оно было отреставрировано. Но я думаю, что этот небольшой дом был построен в XIX веке. Конечно, в Великом Новгороде есть гораздо более старые конструкции, потому что это очень древний город, но это исторические конструкции, которые нельзя назвать домами. Обычно это церкви или, например, Новгородский Кремль. Не знаю, знаете ли вы, что Кремль есть не только в Москве, но и в других русских городах. Окей, вообще это видео уже почти закончилось, я уже рядом с домом. Сейчас мы идем по маленькому скверу. Это маленький сквер между моей школой и моим домом. И вообще должен сказать, что я боялся ходить по этому скверу, потому что в нем очень часто сидели взрослые бедные люди, которые пили алкоголь и курили сигареты, и этих людей всегда было как минимум несколько человек, и мне было страшно ходить мимо них. Смотрите, сейчас вы также видите очень грустную, но интересную ситуацию. Слева стоит дом, в котором живут дети, у которых нет родителей. Или дети, у которых есть родители, но которые не могут с ними жить. А вот это детский сад. То есть друг напротив друга стоят два дома, где в одном доме живут дети, которые не могут видеться со своими родителями, а в другом доме дети каждый день видят своих родителей. И дети из одного дома могут смотреть на детей из другого дома. То есть дети из одного дома, у которых нет родителей, могут каждый день смотреть на то, как родители встречают своих детей из детского сада. Очень грустная ситуация, и я не знаю, как так получилось. Да, видео закончилось. Я
не успел сказать все вовремя. Что вам здесь можно сказать, пока вы смотрите на черный экран? Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Кстати, если вы хотите помочь мне, если вы хотите помочь моему каналу и поддержать мою работу, вы можете подписаться на меня на Патреоне или в Бусти. И также, если вы хотите взять онлайн-урок русского языка вместе со мной, вы можете использовать ссылку в описании к этому видео. Там вы найдете онлайн-календарь, который можно использовать, чтобы зарезервировать конкретный день и конкретное время. Все, я сказал все, что хотел. Всем спасибо. Увидимся в комментариях или увидимся в следующем видео. Пока.